Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Правильное питание». Сегодня я говорю с вами спокойно и честно, как в настоящем документальном расследовании. Цикорий – напиток, который пьют миллионы, не задумываясь, что он может запустить глубокие процессы в организме. И прежде чем вы сделаете первый глоток, прошу, поставьте лайк и подпишитесь, потому что в середине видео будет момент, о котором редко говорят вслух. Когда мы говорим «пить цикорий каждый день», важно понимать, не просто пить, а как, когда и кому. Я наблюдала, как мужчины и женщины старше 60 лет получали совершенно разный эффект от одного и того же напитка. Все решали детали – время приема, дозировка и состояние печени. И если вы хотите понять, где польза, а где скрытый вред, оставайтесь до конца. Цикорий работает не как кофе. Он не бодрит резко, он перестраивает обмен веществ. Основное вещество – инулин. Его задача – кормить полезную микрофлору кишечника. Но если начать неправильно, вместо пользы можно получить вздутие, слабость и скачки сахара. Именно поэтому я всегда подчеркиваю, цикорию нужен четкий порядок применения. Правильный старт выглядит так. Не более половины чайной ложки на стакан, теплая, а не кипящая вода и только после еды. Никогда на голодный желудок. Это правило спасло не один организм от лишней нагрузки на желчный пузырь. И прямо сейчас напомню, если информация полезна, поддержите канал лайком. Это помогает другим людям найти правду. Особенно внимательно к цикорию нужно относиться после 60 лет. В этом возрасте печень и сосуды реагируют иначе. При правильном подходе цикорий мягко снижает уровень сахара, уменьшает тягу к сладкому и улучшает сон. Но при ошибках может усилить варикоз и вызвать давление в голове. Это не страшилки, это наблюдение. Народный рецепт номер 1. Цикория с корицей. Его применяют курсом 14 дней. Половина чайной ложки цикория, щепоть корицы, стакан теплой воды. Пьют только утром после завтрака. Такой напиток поддерживает поджелудочную и помогает стабилизировать уровень глюкозы. Но есть важный нюанс, о котором я скажу дальше. Этот нюанс – перерывы. Цикорий нельзя пить постоянно месяцами. Максимум 2 недели. Затем пауза не менее 7 дней. Организм должен отдохнуть, иначе эффект разворачивается в обратную сторону. Именно на этом моменте многие разочаровываются в напитке, не понимая, что причина не в цикории, а в неправильном режиме. Второй народный способ – цикория с ромашкой на вечер. Он не для бодрости, а для восстановления нервной системы. Такой напиток пьют за час до сна, не чаще 3 раз в неделю. Он помогает снизить вечернюю тревожность и мягко разгружает печень. Но здесь есть группа людей, которым он строго противопоказан, и это важно знать. Если у человека есть выраженный варикоз, склонность к тромбозам или пониженное давление, цикория может навредить. Он расширяет сосуды, поэтому я всегда говорю, универсальных средств не существует. Именно поэтому это видео не реклама напитка, а инструкция по безопасному применению. Подпишитесь, чтобы не пропускать такие разборы. Дальше я подробно расскажу, когда цикория становится опасным, какие сигналы подает тело и как понять, что пора остановиться. А также разберем рецепт, который использовали еще наши бабушки для восстановления сил после 65 лет, но применяли его строго по дням. Именно там скрывается ключ к пользе. Когда цикория становится опасным, тело всегда предупреждает первым. Это не резкая боль, а мелкие сигналы. Тяжесть в ногах, холод в пальцах, странная усталость после чашки. В такие моменты важно не игнорировать ощущения. Я всегда подчеркиваю, полезный напиток не должен давить на организм, он работает мягко и незаметно. Особое внимание стоит уделить вечернему времени. Многие думают, что цикория можно пить вместо ужина. Это ошибка. Вечером он усиливает желчеотделение, и если сделать это на пустой желудок, можно получить ночные пробуждения и тревожный сон. Правильный подход только после легкой еды и не позже, чем за 2 часа до сна.
Народная практика для людей 60+. Цикория с шиповником. Напиток готовят не каждый день, а через день. Он поддерживает сосуды и мягко насыщает организм микроэлементами. Но важен порядок. Сначала шиповник, потом цикория. Нарушение этой последовательности снижает пользу почти вдвое. Я часто вижу, как люди ждут от цикория мгновенного эффекта, но он работает иначе. Его сила в накоплении. Улучшение пищеварения, снижение сахара, спокойный сон появляются на 7-10 день. Именно в этот момент многие бросают курс, не понимая, что организм только начал перестройку. Есть один момент, о котором почти не говорят. Цикорий усиливает всасывание веществ, поэтому его нельзя сочетать с приемом лекарств. Интервал должен быть не менее 2 часов. Это правило особенно важно для людей с давлением и сердечными препаратами. Игнорирование этого нюанса – главная причина негативных отзывов. В середине курса я всегда рекомендую сделать контрольную паузу на 1 день. В этот день важно прислушаться к телу. Есть ли легкость, стабилен ли пульс, нет ли тяжести в голове. Если состояние ровное, курс продолжают. Если нет, дозировку уменьшают. Это и есть разумный подход к народным средствам. Именно так цикория становится помощником, а не врагом. Он не лечит сам по себе. Он создает условия, в которых организм начинает восстанавливаться. Это ключевое отличие правильного питания от слепой веры в чудо-напитки. И если вы цените такие честные разборы, поддержите видео лайком прямо сейчас. В финальные дни курса многие замечают снижение тяги к сладкому. Это не магия, а работа инулина и микрофлора кишечника. Но важно понимать, если в этот момент резко вернуться к сахару, эффект исчезает. Именно поэтому цикория всегда должен идти в паре с осознанным питанием. Подводя итог, я скажу главное. Цикорий не универсален, но при грамотном подходе он становится мощным инструментом после 60 лет. Все решают дозы, перерывы и внимание к сигналам тела. И если вы досмотрели до этого момента, значит, вы действительно заботитесь о своем здоровье. Благодарю вас за просмотр и доверие. Если это видео было полезным, поставьте лайк, напишите в комментариях, пьете ли вы цикорию и как он влияет на вас, и обязательно подпишитесь на канал «Правильное питание». Поделитесь этим видео с теми, кому эта информация может быть особенно важна. До встречи в следующем выпуске.